Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, с вами снова Николай, и в сегодняшнем видео я хотел вам показать процесс от начала и до конца, как я буду формировать новое растение Scindapsus. В данном случае мы будем работать с этим великолепным Scindapsus'ом, как вы можете видеть, экзотика, потрясающе красивые листья у него, очень интересный рисунок, крайне редкое у нас, по крайней мере, в продаже это растение, однажды я его только видел, соответственно купил я его чуть больше года назад. Это были просто несколько черенков, посаженные в субстрат уже с корневой системой, не было ни единой точки роста, то есть явно они были обрезаны в свое время, посажены. И уже оттуда, вот за это время, не самый быстро растущий Scindapsus, но прекрасно он разросся, и мне захотелось иметь еще одно такое растение у себя в доме, поэтому я решил его размножить. Был обрезан вот здесь, как вы можете видеть, кстати, появились две точки роста, вот одна и вот сверху, был обрезан один побег, поделен он был на множество сегментов, и я в этом видео покажу полностью весь процесс, как начинает формироваться, да, из воздушного корешка новый корешок, особенно для новичков, я думаю, это будет интересно, и до момента посадки уже непосредственно растения в субстрат и его начала роста в субстрате. Всем, кому интересно, присоединяйтесь ко мне. Также напомню, сейчас немного опущу, также напомню, что все видео на моем канале выходят в двух вариантах, на русском и на испанском языке. Если случайно вы попали на версию на испанском языке, в разделе описания к видео всегда будет ссылка на русскую версию данного видео. Также в плейлистах вы можете найти абсолютно все видео на русском языке. Они будут собраны все в одном месте. Приятного просмотра! Так, друзья, вот так выглядит мой Scindapsus exotica после недели, проведенной в воде. Как вы можете видеть, корень у него еще не начал даже просыпаться, то есть есть уже легкий намек на то, что он вот-вот проснется, но экзотика, он на то экзотика, чтобы нам немножечко с вами, друзья, так сказать, потрепать нервы, да, поэтому обычно все Scindapsus эпипремниумы очень быстро просыпают, пробуждают свои воздушные корни, но экзотика он не из них. Вот прошло 2 недели, даже почти 3 недели, наш корень наконец-то начал просыпаться, начал расти. И мы постепенно будем следить за процессом, да, то есть, как вы можете видеть, есть две точки, откуда выходят воздушные корни. Одна проснулась уже достаточно неплохо, но для посадки еще нам этого маловато, друзья. Опять-таки объясняю, все для новичков в первую очередь, да, то есть надо еще подождать, пока наш корень станет побольше. Как вы можете видеть, у нас есть один лист, 2 воздушных корня и срезанный побег с двух сторон. Друзья, прошли 4 недели, 4,5 недели, чуть больше месяца. И вот так выглядят наши корни. Как вы видите, у меня с одного побега получилось большое количество черенков. То есть достаточно только воздушных корней, парочки, да, и одного листа. Как вы можете видеть, воздушные корни достигли примерно 6 сантиметров. Друзья, не нужно их сильно также большими выращивать, да, эти воздушные корни в воде, потому что иначе потом наше молодое растение будет намного дольше обживаться, ему будет тяжелее приспосабливаться в новых условиях, если корни будут очень большие уже, да, и в целом процесс посадки может быть более трудоемким, так как корни довольно хрупкие. Поэтому, имея вот такие корни, как вы увидели на своем экране, я уже буду приступать к посадке этого молодого растения, этих черенков. Обязательно делаю дренажные отверстия в горшке, да, чтобы грунт мог просыхать, лишняя влага из него выходила. Также я использую мой грунт, который я готовлю всегда из стандартного субстрата. Добавляю кору для орхидей также в этот субстрат. Также добавляю торф, перлит и иногда добавляю древесный уголь. В данном случае угля у меня не было под рукой, поэтому я заполняю горшок этим субстратом без добавления угля. Вы заметили, как я научился говорить прекрасно слово субстрат? Все благодаря вам. Так, полностью заполняю мой горшок. Так как растения у меня и нет у них никакого земляного кома, ничего нет, не нужно их заглублять, да, в том плане, что уже имеющийся, например, горшочек. Поэтому я буду аккуратно каждое растение с его воздушным корнем постепенно, друзья, не спеша заглублять по отдельности. Не все сразу, да, пучком, а по одному растению, по одному черенку я буду заглублять очень легкими движениями, друзья. Как я уже сказал, воздушные эти корни проросшие, они очень хрупкие. Мы очень легко, если мы будем, знаете, так сказать, в спешке это все делать, побыстрее, мы просто можем эти корни сломать. Фактически вся наша работа, которую мы провели с вами 1,5 месяца практически, да, пойдет коту под хвост, друзья. Поэтому, чтобы этого не случилось, мы делаем все очень аккуратно.
большинство эпипремнумов синдапсусов наращивают корни намного быстрее. Я многие проращивал, и золотистый эпипремнум, и неон, очень быстро они дают. А вот синдапсус экзотика достаточно медленно наращивал эти воздушные корни. Они уже не воздушные, а обычные корни, да, я продолжаю их называть воздушными, так как они у нас были изначально таковыми. Я сажаю все эти растения молодые по кругу, как вы можете видеть. Один черенок я посадил в центр, дабы растение было пышным, то есть вы можете представить, да, какое количество черенков. Все эти черенки начнут давать постепенно молодые листья, и будет очень красиво, я уверен, но нужно будет подождать. Да, если вы сажаете, например, эпипремнум золотистый, друзья, через месяц после посадки, то и раньше он уже начнет у вас давать первые новые листики. Данный синдапсус просидел у меня достаточно долгое время. Возможно, и горшок ему был отчасти большеват, но так как у меня большое количество черенков было посажено сразу, я подождал. Да, подождал примерно 2,5 месяца, пока растение не начало просыпаться. Вот так вы видите наш с вами результат. Так он выглядит. И сейчас я вам покажу фотографии. К сожалению, растение это уже у меня не присутствует в коллекции. Я подарил его одной моей приятельнице, которая в него влюбилась и не смогла без него из моего дома уйти. Такое у моих друзей часто бывает. Вот так это растение выглядело спустя примерно 4,5 месяца после посадки. Как вы можете видеть, уже у него пошли молодые побеги, да, то есть молодыми листьями. Растение выглядит очень пышно и очень красиво. Друзья, несмотря на всю свою вот такую потрясающе красивую экзотичность, это очень легкое растение. Вы знаете, в свое время на мои растения напал мучнистый червец, и вот на кого он не стал нападать, это на экзотику. Он его пощадил, да. Кстати, я вам хочу показать еще, как выглядит сейчас материнское растение, которое я вам показывал в начале видео, которое снималось, да, вступление видео вступалось больше, чем полгода назад. И вот так вырос мой синдапсус экзотика. Посмотрите, какой потрясающий куст, потрясающий экземпляр. Очень-очень крупное растение. Я, кстати, ему в свое время подсаживал еще молодые черенки. Снова обрезал один побег, как я вам показывал, да, проращивал и подсаживал в большой горшок. И вы видите, уже у него тоже пошли молодые листья, то есть растение развивается, растет и очень хорошо себя чувствует. Яркий рассеянный свет, умеренный полив, ни в коем случае заливать нельзя. Если происходит залив, листья начинают портиться, вот эти листовые пластины потрясающе красивые, посмотрите, какая роскошь. Они бархатистые, очень приятные на ощупь. Они начинают появляться такими темными пятнами, да, не просто желтеть, а именно вот на этом растении начинают появляться темными пятнами в виде ржавчины. Поэтому, друзья, будьте аккуратны с поливом. Ну и в целом берегите себя. Спасибо, что вы были со мной. И увидимся в новых эпизодах моей ботанической жизни. До новых встреч. Пока-пока.